конце прошлого века один английский бриг встретил в Атлантике корабль «Святая Дева», который шел без рулевого. Когда англичане поднялись на палубу этого странного корабля, выяснилось, что парусник необитаем. Единственным живым существом на борту оказался жалобно мяукавший черный кот. Но странное дело, корабль был вполне исправным, и груз его цел. В капитанской каюте на столе были разложены морские карты и навигационные инструменты, а на столе кают-компании Святой Девы стояли тарелки и кастрюля с супом, из которой еще шел пар. Казалось, будто вся команда парусника, решив подшутить над английскими моряками, куда-то спряталась. Увидев на палубе окровавленный топор, моряки брига в смятении вернулись на свой корабль и рассказали обо всем капитану. Через несколько дней таинственный парусник перевели в порт. При подготовке нашего выпуска мы периодически обращались к исследованиям Льва Николаевича Скрягина, моряка и писателя-мариниста, так что мы будем иногда ссылаться на его труды, в частности, на книгу «Тайны морских катастроф». 5 ноября 1872 года бригантина «Мария Целеста» под командованием Бенджамина Брикса вышла из Статен-Айленда, Нью-Йорк, в порт Генуя, Италия. Спустя 4 недели 4 декабря 1872 года судно было обнаружено бригом «Дея Грация» под командованием капитана Дэвида Морхауза. Корабль был в порядке за исключением пары странных деталей. Некоторые паруса были спущены и разорваны, а трюм был заполнен водой примерно на 1 метр. Но самое интересное — это то, что команда Марии Целесты таинственным образом исчезла со своего корабля. Некоторые источники утверждают, что экипаж исчез со своего судна буквально за считанные минуты до того, как на него для выяснения обстоятельств поднялись 3 людей из команды Деи Грации под предводительством штурмана Оливера Дево. Говорят, что на сервированных столах в кают-компании стояли тарелки с еще не остывшей едой, теплым супом, горящей картошкой, вареной курицей или горящим кофе, а в камбузе горел огонь. Также на корабле остались нетронутыми деньги и драгоценности, но и исчезли навигационные приборы. Под кроватью капитана была обнаружена сабля с бурыми пятнами на лезвии. Крышки люков трюмов были сорваны с петель и лежали рядом с люками, а на борту корабля с внешней стороны остались свежие зарубины неизвестного происхождения и назначения. Также по разным версиям были обнаружены черный кот, радостно лаявшая собака, попугай в клетке кричавший «Пираты! Пираты!» и плачущий 6-месячный младенец. На палубе якобы были найдены окровавленный топор, сабля с запекшимися пятнами крови, сломанная шпага или пистолет. В каюте лежал раскрытый судовой журнал. Последняя запись в нем относилась к 25 ноября 1872 года, когда судно находилось всего в нескольких милях от Азорских островов, а найдено оно было уже на расстоянии примерно 640 километров от них. Вся команда из 7 человек, а также капитан со своей супругой и дочерью исчезли, не оставив и следа. Отсутствовала единственная спасательная шлюпка. Ее, по-видимому, спустили на воду намеренно, поскольку крепления были раскрыты. Бросались в глаза и другие детали. Штурвал вращался свободно, брошенный без фиксации, а Нактоус с компасом был сбит с места. Сам компас валялся на палубе, вероятно, уроненный в спешке. В каюте капитана его секстант и хронометр отсутствовали, что недвусмысленно указывало на организованную эвакуацию. Без навигационных приборов люди бы не покинули судно добровольно. В каюте Бриксов на швейной машинке жены капитана стояла масленка, не упавшая даже при качке, а на полу были разбросаны детские игрушки их малолетней дочери. Из этих подробностей можно сделать вывод, что судно не переживало крупного шторма или атаки, иначе многие из этих предметов были бы разбиты и разбросаны во время качки. В трюме обнаружилось около метра морской воды, что ощутимо, но не критично для корабля такого размера. Однако почти все люки трюмов почему-то были раскрыты. Крышки кормового люка лежали на месте, а вот створки носового люка оказались сорванными с петель и валялись на палубе. Окна палубной надстройки в районе кают были аккуратно закрыты парусиновыми заплатами и досками, как если бы команда пыталась защитить помещение от непогоды. Запас провизии и воды оказался нетронутым, еды и питья оставалось на 6 месяцев плавания. На камбузе все кухонные принадлежности были прибраны, и не было обнаружено признаков спешно брошенной готовящейся пищи. В более поздних легендах, впрочем, упоминались якобы оставленные на столе недоеденный обед и недопитый чай, призванный подчеркнуть внезапное исчезновение обитателей судна. Однако официальные отчеты этого не подтверждают. Ходили слухи, будто там вообще не было обнаружено продуктов, приготовленных к употреблению в пищу. Груз спирта из 1701 бочки тоже сохранился полностью, за исключением 9 бочек. Они оказались пусты, хотя были опломбированы перед отплытием. Эти 9 бочек были сделаны из красного дуба, который отличается своей пористостью. Остальные бочки были сделаны из белого дуба. Все ценности, деньги и личные документы членов экипажа лежали на своих местах.
То есть версия пиратского ограбления сразу казалась маловероятной. Картина говорила о вынужденном и поспешном оставлении судна экипажем по неизвестной причине. Мокрая, блестящая от брызг палуба бригантины была по-прежнему пустынна. Первое, что бросилось в глаза Оливеру Дево, когда он с одним из матросов забрался на палубу Марии Целесты, был открытый люк носового трюма. Его деревянные лющины валялись рядом на палубе, внутренней стороной вверх. «Странно, какому дураку потребовалось их переворачивать?» – подумал штурман и заглянул в трюм. Там в проходах между рядами деревянных бочек плескалась вода. Из отверстия замерного колодца у отливной помпы торчал футшток. По нему можно было определить уровень, попавший в трюм воды – около метра. Подобные таинственные истории, став достоянием общественности, обрастают огромным количеством различной информации. Некоторые из этих догадок выглядят весьма правдоподобно и имеют право на жизнь. Тем не менее, домыслов и мистификаций вокруг таких историй возникает, как правило, намного больше, чем правдоподобных версий. Тайна Марии Целесты не то что не стала исключением из правил, а наоборот обросла очень большим количеством разных версий произошедшего. Но стоит только начать изучать эти предположения более подробно и задавать хотя бы немного логичные вопросы, они сразу начинают вызывать вполне обоснованные сомнения. В этом видео я собрал все предполагаемые версии событий, которые только смог найти. Начну я с тех, которые, на мой взгляд, выглядят самыми бредовыми, и дальше по нарастающей буду переходить к тем, что кажутся более правдоподобными. В самом конце видео я расскажу о теории, которую раньше нигде не встречал. По сути, это моя собственная версия, или догадка, называйте как хотите. Как мне кажется, в ней есть ответы почти на все вопросы, касающиеся этой загадки. Конечно, я не претендую на истину в последней инстанции. Несмотря на то, что изучил массу материалов по делу Марии Целесты, всегда есть шанс, что я что-то упустил из виду, и тогда моя версия может потерять устойчивость. Если заметите несостыковки, пробелы или противоречия, обязательно пишите об этом в комментариях. В конце концов, возможно, именно вместе мы сможем докопаться до истины. Подробности о прошлом судна я решил не включать в основной рассказ, чтобы не затягивать хронометраж. Но все же важно упомянуть, Мария Целеста с самого начала была кораблем непростым и довольно невезучим. Построенная под именем Амазонка, она с первых же дней обрела дурную славу. Первый капитан, Роберт Маклеллан, заболел воспалением легких и умер, не успев отойти далеко от берега. Его сменил Джон Наттинг Паркер. Под его командованием судно сначала наткнулось на рыболовное снаряжение, а затем в Ла-Манше столкнулось с другим кораблем и потопило его. В 1867 году Амазонку выбросило на берег во время шторма у острова Кейп-Бреттон. Судно сильно пострадало, и владельцы отказались от него. За следующие 2 года корабль несколько раз перепродавали, пока в 1869 году он не достался Ричарду Хайнсу. Он провел масштабный ремонт, переименовал судно в Марию Целесту и зарегистрировал как американское. По слухам, он это сделал, чтобы избежать большого налога. В 1872 году Целеста снова прошла капитальный ремонт. Судно увеличилось в размерах и получило вторую палубу. Новым капитаном стал 37-летний Бенджамин Брикс, опытный моряк с 20-летним стажем. Он приобрел долю в судне и отправился в рейс вместе с женой и 2-летней дочерью. Его 7-летний сын Артур остался дома с бабушкой для того, чтобы ходить в школу. Этот момент стоит запомнить. Он очень важен, так как ставит под сомнение одну очень жизнеспособную версию произошедшего. 17 декабря 1872 года в Гибралтаре началось официальное расследование. Его возглавил прокурор Фредерик Солли Флут, человек педантичный и подозрительный. Он приказал тщательно осмотреть судно и даже пригласил водолазов для обследования корпуса. Были зафиксированы странные детали. 2 зарубки на носу, но при этом обшивка корпуса не имела серьезных повреждений, а порядок внутри и аккуратно стоящая масленка на швейной машинке жены капитана говорили об одном – судно не переживало шторма или атаки. Также под кроватью в каюте капитана была найдена сабля с бурыми пятнами, похожими на кровь. Трюмный насос был демонтирован и разобран, что говорило о том, что его, скорее всего, пытались ремонтировать. А теперь, собственно, перейдем к теориям о том, что же могло произойти, и начнем с самой бредовой – нападение морского чудовища, гигантского осьминога или кальмара. Эта теория является фантастической, так как не существует вообще никаких доказательств того, что морские чудовища существуют. Самым большим из обнаруженных человеком морских созданий был гигантский 13-метровый кальмар. Однако ученые считают, что гигантский кальмар может достигать и 20-метровой длины. Но фактических доказательств пока что нет. Но даже если на минутку сойти с ума и уверовать в то, что гигантские морские твари реальны, то возникает вполне логичный вопрос.
Почему судно после нападения какого-то исполинского создания осталось на плаву и, более того, находилось в весьма неплохом состоянии? Из маломальски значимых обнаруженных повреждений было только отсутствие перил по левому борту. Также на борту в носовой части с обеих сторон имелись свежие зарубины глубиной около 2-3 сантиметров. Но они были очень ровными, что говорило о том, что, скорее всего, их сделали специально. Есть даже версия о том, что нападавшее на судно чудище строго избирательно забрало с корабля всех людей и больше ничего не тронуло. Ну да, гигантский 50-тонный высокоорганизованный осьминог аккуратно утащил всех обитателей судна своими гигантскими щупальцами. Версия крайне сомнительная. Бермудский треугольник. Хотя и трагедия произошла далеко от злополучного треугольника, легенда о географической зоне, пожирающей корабли, иногда упоминается и в случае с Марией Целестой. Некоторые разгадки предполагали, что бригантина якобы прошла через портал или зону мистического феномена, где люди бесследно исчезают. Эта версия чисто спекулятивна, и географически она здесь неприменима, но она очень популярна в уфологической и оккультной литературе. В ту же категорию включаем версию с инопланетянами. Сторонники паранормальных версий предполагали, что моряков могла забрать на борт летающая тарелка, либо они переместились в другое измерение. Да, я не отрицаю того, что, вероятнее всего, мы не одиноки в нашей необъятной вселенной. Но еще никто и ни разу не предоставил ни одного, хоть маломальски жизнеспособного доказательства того, что какие-то внеземные формы жизни посещали нашу планету. Естественно, эта теория ни на чем не основана, кроме как на стремлении объяснить необъяснимое самым необычным путем. Так что эту версию мы тоже не станем принимать во внимание. Кстати, как-то удивительно, что я не нашел в интернете ни одной версии, по которой всех людей с корабля похитили обитатели затонувшей Атлантиды. Но, возможно, это я плохо искал, и если кто-то из вас знает про такие теории, пишите об этом в комментариях. Само собой, не обошлось и без мистики. Якобы корабль изначально был проклят чередой неудач. Вспомним раннее его бедствие, когда он еще носил имя Амазонка. Вот и настигла его черная кара. В некоторых легендах упоминаются призраки и привидения, которые могли до чертиков напугать моряков. А моряки — это люди крайне суеверные даже в наши времена, не говоря уже про ту эпоху. А кто-то и вовсе говорил о божественном вмешательстве, наказании или чудесном спасении, в зависимости от фантазии рассказчика. Подобные версии, конечно, лежат вне плоскости проверки и фактов, но свидетельствуют о крайне сильном впечатлении, которое Мария Целеста произвела на современников. Согласно другой, крайне маловероятной гипотезе, Мария Целеста могла перевозить не спирт, а кислоту. Возможно, при контакте с водой начал выделяться зловонный газ в результате химической реакции. Чтобы не отравиться токсичными выделениями, экипаж спустил шлюпку на воду и следовал на ней на привязанном канате, который оборвался, и шлюпка не смогла догнать судно. Эта версия является обычной догадкой тех людей, которые крайне поверхностно изучили эту историю. Практически все источники утверждают, что в том рейсе на борту Марии Целесты перевозился именно спирт. По одной из довольно распространенных, но маловероятных версий, причиной исчезновения корабля мог стать шторм. В пользу этой версии говорят мокрая палуба, вода в трюмах, разбитый компас и сдвинутый с места Ноктоус. Хотя последнее маловероятно, стихийное бедствие навряд ли смогло бы его так повредить. В дальнейшем сыщики их обследовали, и им удалось установить, что оба эти предмета сломаны с применением человеческой силы. Причем повреждение самого компаса носило характер неумышленный. Возможно, кто-то пытался в спешке вынуть его из гнезда Ноктоуза и уронил на палубу. Да и мог бы капитан во время шторма покинуть корабль со всем экипажем на шлюпке. Тоже маловероятно. Во время сильного шторма вероятность уцелеть на полноценном судне намного выше, чем на шлюпке. Большое судно имеет огромную массу, и оно не так подвержено переворачиванию и броскам на волнах. Даже при сильной качке его не унесет и не перевернет так просто, как легкую шлюпку. Волны, особенно в непогоду, легко захлестывают низкие борта шлюпки, а у полноценного судна борт выше. Вода уже так просто не может попасть внутрь. Также судно имеет балласт и продуманную архитектуру устойчивости, а именно способность возвращаться в исходное положение при сильном раскачивании. Шлюпка практически этого не имеет. Она легко переворачивается от боковой волны или от сильного порыва. На судне есть укрытие от ветра и дождя, паруса, штурвал, навигационные инструменты, запасы еды, воды, а главное – возможность держаться курса. На шлюпке всего этого нет или почти нет. Брикс, как опытный капитан, не мог этого не знать и никогда не покинул бы корабль на шлюпке вместе со всей командой из-за шторма. Также теория со штормом разрушается из-за практически полного порядка в помещениях корабля.
Предметы, даже мелкие, такие как масленка на швейной машинке, остались лежать на своих местах. Штурман Деиграции допускает, что шторм явился причиной тому, что капитан Брикс с его командой и семьей оставил Марию Целесту. Между тем, комиссии известно, что в последнюю неделю ноября в районе Азорских островов не отмечалось штормов. Комиссия отвергает шторм как причину оставления командой судна ввиду следующего факта. В кают-компании Марии Целесты обнаружена швейная машина. На полированной полке машины найдена катушка, шпонка и масленка. При шторме никем не управляемая бригантина испытывала бы сильную бортовую и килевую качку, в результате чего эти предметы соскользнули бы с гладкой полки швейной машины и оказались бы на ковре. Это бы случилось и с тарелками, стоявшими на столе кают-компании. Однако ни один из предметов обеденного сервиза Марии Целесты не был разбит. К забавным моментам в этой истории можно отнести повесть «Сообщения Хабекука Джеффсона» за авторством Артура Конана Дойла, опубликованную в газете в 1884 году. В ней описана судьба членов экипажа корабля «Святая Дева», которые стали жертвой заговора. Рассказ был полностью вымышлен. Но поскольку материал был опубликован от имени самой газеты без указания автора, читатели приняли этот приключенческий рассказ за реальную версию произошедшего. А теперь перейдем к более интересным гипотезам, которые имеют право на жизнь. Но забегая наперед, могу сказать, что практически все они начинают очень быстро разваливаться, не выдерживая логичных вопросов. За всю свою историю Мария Целеста перевозила в Италию ряд товаров, среди которых, по информации из различных источников, были растительное масло, керосин, нефть, спирт, уголь и кислота. Согласно самой распространенной версии, конкретно в том плавании на борту Марии Целесты находились бочки с денатурированным спиртом, либо, по версии Скрягина, а также многих других источников, коньячным ректификатом. Ровно 1700 штук. Одна бочка неполная, не хватает третьей. В них чистейший ректификат, видимо, коньячный, сэр. Признаюсь, я уже немного попробовал. В трюме собачий холод. От этой проклятой воды у меня лязгают зубы, сэр. Прокричал из трюма матрос. Но это по версии Скрягина была пуста только одна бочка, и то на треть. По другим источникам, пустыми были аж 9 бочек, которые были сделаны из красного дуба. Напомню, что это пористый материал, и спирт мог просто вытечь из них. Есть версия, что матросы просто напились спирта из бочек, возник конфликт, закончившийся мятежом и убийством капитана. Но тогда куда делись сами мятежники? Протрезвели и утопили с горя? И где хотя бы какие-то следы борьбы и пятна крови? И почему, если матросы покинули корабль на шлюпке, они не забрали с собой документы, деньги и драгоценности? Впрочем, к версии с пьянством матросов мы вернемся немного позже. Сюда же можно отнести гипотезу о том, что Морхаус со своими людьми коварно напал на команду Брикса для того, чтобы забрать себе его судно и получить страховку. Но эта версия несостоятельна, так как следов борьбы на судне обнаружено не было. Среди множества версий нашлось место и для настоящей морской драмы с отравлением, предательством и тщательно спланированным спектаклем. Согласно этой гипотезе, капитан Деиграции мог первым заметить бедственное положение Марии Целесты, поврежденные паруса и странное поведение судна. И вместо того, чтобы просто оказать помощь, он предложил капитану Бриксу и его команде перейти на борт его корабля, якобы для совместного ужина и обсуждения ремонта. Во время этого злополучного ужина Морхаус, по версии теоретиков, отравил всех членов экипажа Марии Целесты. Затем, чтобы скрыть следы преступления, он погрузил тела в шлюпку, предварительно разбросав в ней остатки еды. Положил туда одну полупустую бочку с водой и даже, согласно некоторым жутким деталям, нанес несколько ударов шпагой по телам, чтобы создать видимость конфликта на фоне нехватки продовольствия. Идея была проста: если шлюпку найдут, все решат, что команда погибла от голода, жажды и паники. Никто не подумает об отравлении. Но, как утверждает эта теория, что-то пошло не так, шторм перевернул шлюпку, тела утонули, и вся сцена, тщательно разыгранная Морхаузом, исчезла в пучине. Правда, эта гипотеза не выдерживает даже беглого анализа. Чтобы все это провернуть, потребовалась бы очень серьезная подготовка. Заранее раздобыть яд, организовать ужин на 10 человек, продумать, что делать с телами, как устроить инсценировку. К тому же капитан Морхаус себя ничем не выдавал. Ни в поведении, ни в документах, ни в показаниях, ничего, что хоть как-то подтверждало бы такую запутанную и жестокую аферу.
Тем не менее, как и в любой старинной тайне, где фигурирует заброшенный корабль, пропавшие люди и молчаливый океан, место для такой версии всегда найдется, пусть даже она и звучит как глава из леденящего кровь романа. Существует и более кровавая версия событий – мятеж. Якобы команда Марии Целесты напилась спирта из поврежденных бочек, не обезумев от дурного пойла, подняла бунт против капитана. Выглядит как классическая морская байка, но эта версия начинает выглядеть сомнительно в свете некоторых деталей. По заявлениям владельца судна Джеймса Винчестера, Брикс для своей команды был как отец. Подчиненные его любили и уважали. Так зачем им тогда поднимать бунт? Ладно, допустим, бунт имел место быть. Тогда почему мятежники не забрали деньги и ценные предметы? Существует и куда более мрачная версия о пьяном бунте. Опять же, допустим, он действительно произошел, а Мархаус позже обнаружил Марию Целесту с пьяными мятежниками на борту. В своем очерке Лев Скрягин пишет, что капитан Бенджамин Брикс был не просто знакомым Мархауза, а его другом детства. Они вместе росли, почти одновременно стали капитанами и в один год женились. Если опираться на эту версию, Мархаус мог воспринять все случившееся как личную трагедию, как предательство, и тогда принять радикальное решение – очистить судно от мятежников. Кто-то был убит, кто-то выброшен за борт. Но у этой истории есть большая проблема. В официальных источниках нет подтверждений тому, что Мархаус и Брикс действительно были близкими друзьями. За пределами очерка Скрягина такие данные практически нигде не встречаются. Кроме того, при осмотре Марии Целесты не было найдено ни тел, ни следов борьбы, ни крови. В трюме лишь немного воды, что считается нормальным. Все бочки с алкоголем были на месте, и только 9 из них пусты. Что легко объясняется особенностями древесины, из которой эти 9 бочек были сделаны. Версия эффектная, но крайне шаткая. Ведь есть одно «но». Опять же, на борту Марии Целесты не было найдено никаких следов борьбы. Ни крови, ни поломанных предметов, ни поврежденных участков. Если бы происходила схватка, тем более с участием нескольких вооруженных моряков, следы остались бы. Была, правда, одна улика. На борту обнаружили старинную саблю с бурыми пятнами, похожими на засохшую кровь. Это стало поводом для бурных догадок. Но вскоре следствие установило, пятна были не кровью, а просто старой ржавчиной, и появились они задолго до рейса. Откуда вообще сабля взялась на судне? Хороший вопрос. По версии Скрягина, ответ на него дал сам Мархаус. По его словам, капитан Брикс увлекался старинным оружием и любил брать с собой коллекционные вещи в плавание, для того, чтобы узнать о них побольше у коллекционеров из других стран. Дом Брикса в Брэдфорде напоминает музей античного искусства. Там вы найдете уникальную бронзу, мрамор, изумительную коллекцию старинных часов, древние предметы, а главное – оружие. Даже в спальне у него висят латы средневековых рыцарей. Я уверен, саблю он взял с собой в рейс специально, чтобы в Италии точно установить дату и место ее изготовления. Вас удивляет, почему сабля без ножен лежала под койкой? Ее спрятал сам Брикс, опасаясь того, что маленькая Софи может случайно порезаться о клинок. Версия с мятежом, как и многие другие, выглядит эффектно, но не выдерживает серьезной проверки. Да и сам Брикс был известен как человек уважаемый и твердый. Его команда была проверена и подобрана лично им. Это делает идею спонтанного бунта, и тем более убийства капитана, маловероятной. Еще одной популярной версией долгое время считалось нападение пиратов. Мол, где-то в Атлантике судно перехватили морские разбойники, перебили экипаж и скрылись, оставив Марию Целесту дрейфовать. Звучит эффектно, но на деле несостоятельно. Опять же, никаких следов борьбы или хаоса на борту не было. Во-вторых, деньги, личные вещи и драгоценности остались на месте. Даже груз, спирт в бочках. Никто его не тронул. И вот тут становится совсем смешно. Пираты были настолько воспитанные и не забрали деньги и драгоценности? Просто без следов борьбы убили всех обитателей Марии Целесты или похитили их? Но чтобы пираты не забрали спирт? Даже представить себе такое трудно. Если бы на борт действительно зашли пираты, то первым делом они бы, как минимум рассмотрели бочки повнимательней. Они ушли бы с пустыми руками, оставив идеально уложенный груз. Так что версия про пиратов красивая, но это не более чем старая морская байка. Она хорошо смотрится в романе, но не в отчетах морского следствия. Одна из самых распространенных и любимых теорий у пользователей интернета и многих исследователей истории Марии Целесты – это теория голоса моря. Речь идет об инфразвуке, колебаниях с частотой ниже 20 Гц, которые человек не слышит, но организм чувствует. При определенных условиях такие волны могут возникать в океане, например, в районе Бермудского треугольника. И если судно попадает под сильную инфразвуковую волну, последствия могут быть страшными.
Частота в районе 7 Гц способна буквально остановить сердце, а другие значения вызывают приступы паники и даже безумия. Представьте, команда охвачена ужасом, не понимает, что происходит, и в отчаянии бросается за борт. Инфразвук уже давно изучается как потенциальное оружие, и известно о тайных экспериментах в портах или кинотеатрах. Люди впадали в панику, не слыша звука, но ощущая что-то пугающее. Вот наглядный пример того, как действует на людей инфразвуковое оружие. В XIX веке моряки, конечно, могли что-то знать про феномен голоса моря, но это явление не было изучено достаточно глубоко. Но даже если они пытались спрятаться в трюме и потому сорвали люки, это не объясняет остального. Зачем заколачивать иллюминаторы? Почему трюмный насос оказался разобран? И откуда в трюме вода? Еще одна странная находка. На внешней стороне корпуса Марии Целесты были обнаружены две одинаковые зарубины. Их происхождение до сих пор вызывает споры. Некоторые исследователи предположили, что капитан мог установить на носу судна небольшую смотровую площадку, якобы для жены и дочери, чтобы те могли любоваться дельфинами. И будто бы в какой-то момент на эту надстройку зачем-то вышли все члены экипажа. Конструкция не выдержала и рухнула в воду, унеся с собой людей. Звучит живописно, но нелепо. Во-первых, если бы действительно была надстройка, на палубе остались бы следы ее креплений – гвозди, шипы, скобы. Но ничего подобного найдено не было, только зарубины и ни единого признака того, что там что-то стояло. Во-вторых, крайне маловероятно, чтобы вся команда одновременно покинула свои посты ради того, чтобы полюбоваться дельфинами. И главное, эта гипотеза никак не объясняет исчезновение навигационных приборов, поврежденный компас, сорванный нактоус, разобранный насос и воду в трюме. Так что же это было? Некоторые считают, что капитан намеренно пытался инсценировать столкновение с рифом или с другим судном. Зарубины могли быть частью спектакля, призванного объяснить повреждение корпуса. Может быть, он уже понимал, что судно в опасности, и хотел, чтобы его исчезновение выглядело как несчастный случай. А может, все еще проще? Может быть, эти зарубины вообще не имеют никакого отношения к трагедии? Возможно, это всего лишь молчаливое наследие последнего ремонта, когда судно стояло в сухом доке. Временные опоры, страховочные балки, следы от клиньев, которыми фиксировали корпус. Рабочие могли просто забыть их зашпаклевать. И все. А мы искали в них трагедию. А теперь одна из самых интригующих, но при этом спорных версий. Некоторые считают, что капитаны Бенджамин Брикс и Дэвид Морхаус могли быть в сговоре. Якобы Брикс с семьей и командой инсценировал исчезновение, чтобы скрыться, например, на Азорских островах. А Морхаус случайно находит пустой корабль и получает награду за его спасение. В теории дерзко, но возможно. На практике слишком много «но». Адмиралтейская комиссия действительно направляла специалистов на Азоры. Но ни Брикса, ни членов экипажа, ни даже следов их пребывания там найдено не было. Да и сама идея вызывает сомнения. Брикса описывали как честного, рассудительного человека, а также как любящего отца. Здесь мы возвращаемся к моменту, который я просил вас запомнить в начале этого видео. Брикс оставил дома сына Артура, чтобы тот ходил в школу. Мог бы такой человек, глубоко верующий, с кристальной репутацией, бросить ребенка ради сомнительной авантюры? Есть и другая загадка. После завершения следствия бесследно исчез ряд важных документов, включая судовой журнал Марии Целесты. Ходят слухи, что они якобы оказались у сына Морхауса Гарри, а позже сгорели во время пожара. Официальных подтверждений этому нет, но интернет-легенды живут своей жизнью. В итоге ни людей, ни документов, только догадки. Среди всех гипотез одна из самых любопытных и пугающе реалистичных связана с природным явлением – выбросами газа со дна океана. Австралийские ученые Дэвид Мэй и Джозеф Монаган показали, что взрывы метановых гидратов могут создавать зоны воды с пониженной плотностью. Корабль, попав в такую зону, теряет плавучесть и словно проваливается в море. Что если именно это случилось с Марией Целестой? Допустим, судно уже пережило шторм, отсюда и заколоченный иллюминатор. Вероятно, тогда же возникли проблемы с насосом, воду в трюме могли пытаться откачать. Затем подъем газа, корабль начинает медленно погружаться, в трюм проникает вода, например, через вентиляционные шахты. Паника, судно словно тонет без причины.
Экипаж берет навигационные приборы, документы, немного провизии и в спешке покидает судно. Спустя минуты метан рассеивается. Корабль снова всплывает, но уже без людей. Шлюпка не выдерживает, перегрузка, открытый океан, возможно падение в те же пузыри. Все гибнут. А через 9 дней Дея Грация находит Марию Целесту, целую, но пустую. Однако даже и эта версия не объясняет всего. Например, почему крышки люков трюма были сорваны и валялись рядом на палубе. Слишком много несостыковок, слишком много «если». Но именно из этих «если» рождается самая правдоподобная версия, цепочка событий, каждая из которых само по себе не смертельна, но вместе они складываются в трагедию. Шторм, вода в трюме, поврежденные бочки, паника, ошибка и роковая эвакуация. Речь идет об одной из самых обсуждаемых гипотез – вспышке паров спирта. По версии дальнего родственника Брикса, Гарсии Коба, в трюме корабля могла скопиться взрывоопасная концентрация паров этанола. Их источник – 9 бочек из красного дуба, единственных, через которые спирт мог просачиваться наружу. В замкнутом пространстве одного из отсеков вполне могла возникнуть локальная зона с концентрацией паров около 5%. Это идеальное условие для вспышки. Искра от лампы или удара металла, и следует хлопок. Не разрушительный взрыв, а резкое воспламенение с ударной волной и пугающим звуком. Пламени нет, следов пожара тоже, но эффект такой, будто внутри что-то рвануло. Именно такой сценарий воссоздала команда BBC в 2006 году. На масштабной модели трюма произошла вспышка. Крышки люков подбросило вверх. Но никакого пламени или разрушений не последовало. Представим, как бы это выглядело на борту настоящего корабля. Хлопок, тряска, страх. Брикс приказывает открыть люки для проветривания. В панике матросы срывают их с петель, потому что они уже деформированы от ударной волны, и они просто не могут быстро открыть их иначе. Экипаж уверен, что это только начало, и вот-вот произойдет катастрофа. Они покидают судно, слишком быстро и слишком рано, и уже без возможности вернуться. Далее мы рассмотрим один из странных фактов, зафиксированных офицерами Деи Грация – заколоченные иллюминаторы в капитанской каюте. Зачем? Есть две версии. Первая самая логичная. Капитан Брикс мог заранее принять меры предосторожности перед штормом. С ним на борту были жена и маленькая дочь, и он приказал загерметизировать каюту, чтобы защитить семью от воды. Это обычная практика, особенно в конце осени в Атлантике. Вторая версия менее очевидная и более натянутая, но тем не менее возможная. Иллюминаторы заколотили уже после хлопка, чтобы не пустить в каюту пары спирта. В панике экипаж мог попытаться оградить жену капитана и его ребенка от токсичных испарений. При этом, скорее всего, судно действительно попало в шторм ранее. После шторма в помещениях могли успеть навести порядок. И это объясняет, почему на борту все выглядело аккуратно. Парусины и доски остались на месте, потому что погода могла в любой момент снова ухудшиться. Согласно версии Гарсии Коба, вскоре после первого хлопка произошел второй в носовом трюме, более мощный. Именно тогда, по его мнению, носовые люки вырвало с петель. При этом хлопки не обладали разрушительной силой. В кают-компании и камбузе все осталось на местах. Корабль не стоял на твердой земле, он покачивался на воде. Деревянный корпус и вода частично поглощали вибрации. Кроме того, вспышка произошла далеко от жилых помещений, в носовом трюме. Примерно в 20 метрах от кают-компании и капитанской каюты. Поэтому сотрясение туда просто не дошло, и мелкие предметы остались на своих местах. Именно тогда капитан, осознав нарастающую угрозу, принял, возможно, самое трудное решение в своей жизни – немедленно покинуть судно, чтобы спасти людей, пока не стало слишком поздно. В спешке они берут все необходимое – навигационные инструменты, секстант и хронометр, немного провизии и воды. Кок успевает собрать продовольствие с камбуза, поэтому на самом корабле потом не находят никаких приготовленных к еде продуктов. Возможно, именно тогда компас был вырван из Нактоуза. Кто-то пытался снять его для шлюпки, но выронил, повредив его. Возникает еще один важный момент. На борту не оказалось достаточно длинного троса, чтобы привязать шлюпку на безопасной дистанции. Тогда использовали дирикфал – снасть гафельного паруса. Штурман Деи Грация Оливер Дево позже показал на следствии, что фал был снят, и ему пришлось заменить его новым при подготовке судна к буксировке. Канат привязан, люди в шлюпке. На борту остаются только ветер и забытый в суматохе бортовой журнал. Шлюпка отходит от судна, команда ждет, что взрывы продолжатся, но этого не происходит. Пары выветрились.
Зато налетел порыв ветра и наполнил паруса. Без управления Мария Целеста начинает быстро удаляться. Перегруженная шлюпка не в силах ее догнать. Буксирный фал, небрежно закрепленный в спешке, просто развязывается. Не рвется, а именно развязывается. Обрывка на Марии Целесте найдено не было. На глазах у команды их корабль исчезает в океане. Вскоре, возможно, налетает шторм, и легкая лодка с 9 взрослыми и ребенком на борту не выдерживает. Остается вопрос о воде в трюме, один из крючков для скептиков. Мархаус и Дуво сообщили, в трюме стояло около 3,5 футов воды, примерно 1 метр. Это не критично, судно не проседало и не кренилось, пробоин не было. Есть логичное объяснение – открытый носовой люк и дожди. Судно дрейфовало от нескольких дней до недели. В это время на него могло пролиться немало осадков. В районе Азор дождливая погода в ноябре – обычное дело. Особенно осадки под штилем, затяжные дожди при спокойном море. За пару дней умеренного дождя или за несколько часов сильного трюм мог наполниться водой через открытый люк, вентиляционные шахты или неплотные стыки. Но есть деталь, которая указывает, что вода могла начать собираться еще до эвакуации. Насос на судне был неисправен и разобран. В 2007 году исследователь Энн МакГрегор обнаружила упоминание, что он вышел из строя из-за угольной пыли. До этого корабль перевозил уголь. На борту нашли разобранные части насоса, будто его пытались отремонтировать. Значит, вода начала поступать еще при экипаже. Ее не удавалось откачать. А если учесть, что вспышка могла вызвать микроповреждение корпуса, паника становится объяснимой. Возможно, команда покинула судно не из-за самого хлопка, а из-за страха того, что судно вот-вот пойдет ко дну. Сейчас я вам расскажу про мое собственное предположение, о котором я говорил в самом начале видео. Вот как это могло произойти. Возможно, все началось с лампы. Один из матросов спустился в трюм проверить состояние груза, посмотреть, нет ли течи, или просто сделать очередной обход. Запаса топлива в такой лампе хватает на несколько часов. Матрос после обхода мог просто вернуться на палубу, забыв потушить лампу. В трюме, где хранились 1700 бочек спирта, 9 бочек из красного дуба начали подтекать, либо уже подтекали на момент обхода. На запах матрос не обратил внимания из-за того, что просто привык к нему. 1700 бочек чистого спирта в не особо хорошо вентилируемом трюме по-любому пахли соответственно. А течи спирта обнаружено не было, потому что эти 9 злосчастных бочек могли просто находиться не на виду, а спирт испаряется довольно быстро. Пары спирта постепенно накапливались в замкнутом пространстве под закрытым люком. В какой-то момент они достигли открытого огня, и воздух вспыхнул. Без пламени, без дыма. Только резкая волна давления. Трюм сотрясся, и воздух расширился, и этого оказалось достаточно, чтобы вырвать крышки люков или деформировать их петли. Доски дали микрощели, достаточное, чтобы внутрь начала поступать вода. Сначала это было незаметно, но спустя время команда поняла – в трюме прибывает. Насос не работал из-за угольной пыли. Его пытаются починить, но безуспешно. Давление нарастает, вода прибывает, а течь не видна. При этом капитан сверяется с приборами, но хронометр неисправен. Как выяснила в 2007 году Энн МакГрегор, ошибка могла составлять до 120 миль. Но Брикс уверен, суша где-то рядом. Решение приходит быстро. Они садятся в шлюпку, прихватив навигационные приборы и немного еды. Канат — это дирик-фал, снятый с грота. Привязывают его в спешке и небрежно, намереваясь вернуться, когда все закончится. Но судно оказалось дальше от берега, чем думал капитан. Буксирный фал развязывается, шлюпку уносит. А Мария Целеста остается без людей, с заколоченными окнами, метром воды в трюме и, возможно, с той самой лампой, с которой все началось. Кто-то спросит, если была течь, почему судно не затонуло? Ответ прост. Вода поступала не через огромную пробоину, а через десятки мелких щелей. Подобно стакану с микротрещиной. Как только внутреннее давление сравнивается с внешним, течь останавливается. Дерево напиталось влагой, разбухло, и эти щели сами собой уплотнились. Уровень воды стабилизировался, и теперь в этой версии не остается ни одной висящей нитки. Все сходится: хлопок, течь, паника, неработающий насос, навигационная ошибка, эвакуация. Брикс смог искренне считать, что судно обречено. Он не стал рисковать семьей. Он покинул корабль с намерением спастись. Трагедия началась с решения разумного, но рокового. Ключевым фактором, вероятнее всего, мог стать либо страх взрыва судна из-за паров спирта, либо течь, которую не удалось устранить из-за неисправного насоса, либо оба этих факта вместе взятые.
Открытые люки и брошенный инвентарь — свидетельство того, что команда могла либо готовить судно к проветриванию, либо крышки были вырваны хлопком паров спирта. Также команда покидала судно в спешке. Отсутствовали компас и секстант. Люди взяли их с собой, рассчитывая ориентироваться в шлюпке. Все вещи в порядке, никаких следов насилия. Значит, это паника, а не бунт или нападение. А снятый фал на грот-мачте напрямую указывает на то, что шлюпка, скорее всего, привязывалась к кораблю на буксире. Именно тот факт, что эта временная буксировка развязалась, и стал роковым случайным событием, обрекшим людей на гибель. Конечно, мы никогда не узнаем деталей с абсолютной уверенностью, ведь свидетелей нет. Тем не менее, подобная реконструкция представляется наиболее убедительной. Косвенно ее подтвердили недавние эксперименты. Компьютерные модели дрейфа показали, что Мария Целеста действительно могла без экипажа проплыть сотни километров от Азор до точки обнаружения за 9-10 дней. Находки Энн Макгрегор в 2007 году о проблемах с насосом и возможная навигационная ошибка, послужившая причиной исхода с курса на 120 миль, говорят о том, что капитан мог искренне считать свое судно тонущим и не рисковал семьей, считая, что суша находится не так уж и далеко. Эти современные находки лишь укрепляют версию об осмысленном, хоть и трагически обернувшемся решении капитана. Не было ни пиратов, ни морских чудовищ, не было и мистики. Только резкий хлопок, от которого в трюме задрожали стены. Только вода, просачивающаяся сквозь щели. Только сломанный насос и навигационная ошибка, заставившая капитана поверить, что берег рядом. Он не бросал корабль в панике, он спасал тех, кого любил, надеясь, что через несколько часов вернется. Но судно ушло, а шлюпка не справилась. Все, что осталось, это Мария Целеста, дрейфующая одна, с метром воды в трюме и следами разумных дисциплинированных решений. И теперь, спустя 1,5 века, кажется, мы наконец приблизились к правде. Без мистики, без догадок, только факты, только логика. И одна человеческая ошибка, ставшая бессмертной легендой. На этом видео подошло к концу. Поставьте лайк, подпишитесь на канал и напишите в комментариях, как вы считаете, что могло произойти с экипажем Марии Целесты, по вашему мнению. До новых встреч и всего вам хорошего!